Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомиться с интервью советского ветерана, который служил в штрафной роте. В нем он рассказывает о самых важных и интересных подробностях существования данных подразделений. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. В последние годы столько написано псевдоисторической правды, и уже десантный отряд Цезаря Кунникова состоял из штрафников. Отряд Ольшанского, высаженный десантом в Николаеве, тоже объявлен штрафным. Саша Матросов стал и штрафником, и татарином. Азиеловские высоты брали штурмовые батальоны. Да и вообще войну выиграли вчерашние заключенные, гонимые безоружными на немецкие пулеметы. А Рокоссовский – главный штрафник страны. Кто сейчас расскажет, что было на самом деле? Отряды Кунникова и Ольшанского состояли из моряков-добровольцев, знавших, что идут на почти верную смерть. По поводу штурма Берлина. Штрафные части принимали в нем участие. Это факт. Возьмите воспоминания Камнива-Шатилова. Теперь о главном. Бытует мнение, что штрафные части сыграли решающую роль в войне, и они чуть ли не главные творцы победы. Это заблуждение. Да, штрафники воевали отчаянно, но обстановка была такой, что и обычным частям было не легче. Армия может занимать по фронту в зависимости от обстановки от нескольких километров до нескольких десятков километров. В последнем случае командование не станет перебрасывать на нужный участок штрафную роту. Передвижение этого не совсем обычного подразделения вдоль линии фронта в ближайшем тылу чревато неприятностями. В штрафные роты не набирались лучшие из лучших, совсем даже наоборот. И в разведку боем будет назначен обычный стрелковый батальон, свежий, либо с соседнего участка, и очень редко тот, кто занимает здесь оборону. Чистая психология. Солдат приживается к своей траншее, к своему окопу, и ему труднее покинуть обжитое место и подняться в атаку. Это учитывается. Штрафные роты и батальоны сыграли свою важную роль на войне, но утверждение, что у Рокоссовского воевали одни штрафники – глупость. Да и составляли они не более 1% от численности армии. По поводу особистов что-нибудь скажете? И о приказе номер 227? Не надо демонизировать служивших в особых отделах. Последнее время в любом кинофильме о войне, кроме августа 44-го, особистов показывают этакими садистами, бродящими с наганом в тылу и ищущими, в какой бы солдатский затылок стрельнуть. Надо просто уяснить, что часть армейских чекистов и контрразведчиков боролась со своим народом и является преступной, но большинство выполняли свой долг в соответствии с установками того непростого времени. Вам сейчас этого не понять. На фронте летом 1942 года остатки полка отвели в тыл, выстроили. Особист вывел незнакомого мне солдата на середину под охраной 2 бойцов, зачитал приговор. Солдат был признан самострелом. Помню только одну фразу из речи особиста. «Лучше погибнуть от немецкой пули, чем от своей». Застрелили этого солдата. В начале войны долго не церемонились. Расскажу еще трагический случай, произошедший у меня на глазах. О приказе Сталина номер 227 вы знаете, текст вам знаком. Бессмысленно спорить сейчас, хороший или плохой был приказ. В тот момент необходимый. Положение было критическим, и вера в победу на пределе. Командиром минометной роты в нашем полку был 22-летний Александр Ободов. Он был кадровым офицером и до войны успел окончить военное училище. Дело знал хорошо, солдат жалел, и они его любили. Да и командир был смелый, я дружил с ним. Саша вел роту к фронту, стараясь не растерять людей, матчасть. В роте было много солдат старших возрастов. Идти в жару с тяжелыми 82-миллиметровыми минометами на хребту было им трудно, приходилось часто отдыхать. Рота отстала от полка на сутки, но война не жалеет и не прощает. В тот день мы несколько раз атаковали немцев и не продвинулись ни на шаг. Я сидел на телефоне, когда позвонил командир дивизии. Передал трубку командиру полка. «Почему не продвигаетесь?» – спросил командир дивизии. Комполка стал что-то объяснять. «А вы кого-нибудь расстреляли?» Командир полка сразу все понял и после некоторой паузы произнес: «Нет». «Так расстреляйте», – сказал комдив.
Это не профсоюзное собрание, это война. И только что прогремел 227-й приказ. Вечером, когда стемнело, командиры батальонов и рот и политруки были вызваны на НП командира полка. Веером сползлись вокруг. Заместитель командира стал делать перекличку. После одной из фамилий не остывший еще голос взволнованно ответил: «Убит на подходе к НП. Вот документы». Из окопа протянулась рука, и кто-то молча принял пачку документов. Совещание продолжалось. Я только что вернулся с переднего края. Старшина сунул мне в руки котелок с каким-то холодным варевом. И доедал я его, сидя на земле. С НП доносились возбужденные голоса. После контузии я слышал плохо, слова разбирал с трудом. Из окопа НП, пятясь, стал подниматься по ступенькам Саша Ободов. Следом, наступая на него и распаляя себя гневом, показались с пистолетом в руках комиссар полка, старший батальонный комиссар Федоренко и капитан-особоотделец, фамилия которого в моей памяти не сохранилась. Уточню, это было еще до введения единоначалия в армии. Тогда комиссар и командир полка имели равные права. Подпись была у командира, а печать у комиссара. «Товарищ комиссар!» В отчаянии, еще не веря в происходящее, повторял Саша. «Товарищ комиссар, я всегда был хорошим человеком!» Раздались хлопки выстрелов. Заслоняясь руками, Саша отмахивался от пуль, как от мух. «Товарищ комиссар, После третьей пули, попавшей в него, Саша умолк на полуслове и рухнул на землю. Ту самую, которую так хотел защитить. Он всегда был хорошим человеком. Было ему всего 22 года. Немцы непрерывно освещали передний край ракетами и низко расстилали над нашими головами разноцветный веер трассирующих пуль. Время от времени глухо ухали мины. Ничего не изменилось. Война продолжалась. Кто-то крикнул: «На партсобрание!» Сползлись вокруг парторга. Долго, не глядя друг на друга. Молчали. Не сразу заговорил и парторг. Буквально выкрикнул: «Товарищи коммунисты, вы видели, что сейчас произошло. Лучше погибнуть в бою». Так и записали в решении: биться до последней капли крови, умереть в бою. Особистами и военными трибуналами расстреляно 150 тысяч человек. Никогда не узнаем, сколько из них невинных жертв, а сколько расстреляли без суда и следствия. Как определить ту меру жестокости, которая была необходима, чтобы победить? Необходимо ли? Всегда ли? Я не берусь определить меру жестокости, необходимой для победы. Не оправдать, не опровергнуть. Вообще, нужно ли сейчас озвучивать всю горькую и тяжелую правду о войне? Не знаю даже, что вам еще рассказать, чтобы вы поняли, какой страшной бывает война. Сколько людей уже ушло из жизни, так и не поведав людям, что им пришлось испытать, не рассказав свою правду войны. А сколько еще живы, но молчат, думая, что никому это уже не надо. Мой товарищ Алексей Дуднев, командир пулеметного взвода, раненый в голову. Пуля попала под левый глаз и вышла в затылок, выползал из окружения. Полз по полю боя, вокруг убитые свои и чужие. На горизонте показалась редкая цепочка людей. Они шли к передовой, время от времени наклоняясь. «Санитары», — подумал он, и пополз им навстречу. До слуха донесся пистолетный выстрел. Не обратил внимания. Раздалось еще 2 сухих хлопка. Насторожился, присмотрелся. Люди были в нашей форме, из азербайджанской дивизии. И тогда он понял: мародеры. Пристреливают раненых и обирают убитых. Остаться в живых после смертельного ранения и погибнуть от рук своих? Хотя какие это свои? Они хуже фашистов. Пристрелят, горько подумал он, но продолжал ползти. Встретились. С трудом повернув голову, он попросил: «Ребята, пропустите». И они его пропустили. То ли сжалились над его молодостью, то ли автомат, которым все равно не мог воспользоваться, произвел впечатление, но пропустили. Еще не веря в свое второе спасение, пополз дальше и к утру приполз в медсамбат. Медсамбат был другой дивизии, и его не приняли. Фронтовики знают, что в наступлении медсамбата, как правило, принимали раненых только своей дивизии
и очень неохотно из других соединений. Там такой поток раненых идет, что обрабатывать их не успевали. Это было ужасно обидно и казалось кощунством. Сейчас можно возмущаться сколько угодно. Но так бывало нередко. Дали Алексею кусок хлеба. Есть он не мог, рот почти не открывался. Отщипывал маленькие кусочки, проталкивал сквозь зубы и сосал. И полз дальше, отдыхал и снова полз. Так дополз до госпиталя, там приняли и перевязали. На 5-е сутки после ранения. И это не выдумка. Солдат нашего батальона, не буду называть его фамилию, он прошел войну и, возможно, еще жив. Ему было тогда 19 лет. Так случилось, что батальон освобождал его родное село, которое было взято без боя. Дом его находился на окраине. Пока до дома шел, соседи рассказали, что мать спала с немцами, и его невесту тоже вовлекла в эту грязь. Солдат весь затрясся. Зашел в дом и застрелил мать. Хотел и девушку свою застрелить, да не успел. Комбат вовремя в дом зашел и не позволил убить. Как сейчас это все осмыслить? Каждую личную трагедию. На этом сегодня все. Конец 5-й части. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.